Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Все мы девочки. А что нужно девочкам? Правильно, новая косметичка. Под новую помаду, сумку, туфли, платья, бусики, колечки и сережки. Ох, коварные эти косметички. Прям-таки оружие массового разорения. Ну ничего, мы девочки-рукодельницы, мастерицы. Косметички сошьем сами, бесплатно, из образцов мебельной ткани. На спичках сэкономим, на водке пропьем. Образцы тканей у меня не очень большие, но смогла из них выкроить детали размером 7 на 13 сантиметров. Естественно, что остаются обрезки. Откровенный мусор, кусочки, залитые клеем, мы просто выбрасываем. Мне постоянно пишут, советуют, как можно убрать клей. Но я очень себя люблю. Дышать химией и портить швейную машинку не хочу. А у нормальных чистых обрезков немного закругляем одну сторону. Эти кусочки собираем отдельно. Потом они пойдут на шитье ковриков. Подготовленные большие прямоугольники раскладываем в нужном порядке. Раскладка 4 в ширину, 3 в длину. Сначала соединим детали в первой и второй колонке, потом в третьей и четвертой. При работе за швейной машинкой шьем гирляндой, одну пару за другой, нитки не обрываем, закрепки обязательны. Мебельные ткани плотные, упругие. Это синтетика. Утюгу она не поддается. Поэтому швы обязательно отстрачиваем с обеих сторон. Прижимаем припуски. Когда готовы две гирлянды, точно так же соединяем их между собой. Смотрите, какая конструкция у нас получается. Все держится на нитках, на соединительных швах. Нам остается только сделать горизонтальное соединение. Готовую деталь проутюживаем через влажную марлю, подравниваем. Готовим ткань подкладки и молнию. Нам надо к короткой стороне пришить молнию, а потом сверху деталь подкладки. Обратите внимание, что в этом варианте работы кончик молнии мы просто подогнули и спрятали в шов. Когда прошили вместе лицевую часть, молнию и подкладку, соединение разворачиваем и дополнительно отстрачиваем. Точно так же пришиваем и второй край молнии. Получившуюся конструкцию разворачиваем так, чтобы в одной стороне была деталь верха, а с другой внутренняя часть, и зашиваем боковые швы. Один край прошиваем полностью, а с другой стороны оставляем отверстие для выворачивания. Когда все готово, оформляем дно нашей косметички. Самый простой способ вырезать углы. Квадратики 2 на 2 сантиметра. Но следите за тем, что 2 сантиметра надо откладывать от бокового шва. Ну а дальше заготовку расправляем, совмещаем срезы и прошиваем углы на швейной машинке. Ну что ж, все прошито, остается только вывернуть.
Все хорошо подтягиваем и расправляем. И зашиваем оставшиеся отверстия в подкладке. Получилась у нас прелестная, милая косметичка. Помним про то, что мы девочки, оптимистки. А это значит, что в наших косметичках должны быть всегда купальник, паспорт и фото. Всем желаю всего самого хорошего. Шейте, творите, вытворяйте. Не ждите чудес, чудите сами. Ставьте классы, пишите комментарии. Обязательно присоединяйтесь к нашим группам ВКонтакте, Одноклассникам и на платформе Дзен. Огромное спасибо всем, кто поддерживает меня на Бусти. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!